А сегодня на обзоре у часового интересная новинка от Lumentop. Это фонарик F01 Portable Clip Light, то есть фонарик-прищепка. Поставляется в классической для Lumentop упаковке. И, кстати, здесь никаких абсолютно характеристик не указано. Здесь указано, что это модель F01 BNG, хорошо, что не DNG. Далее идет информация, где выпустили, и в конце какая-то информация на китайском. Все. Какая яркость, какой вес, какие-то еще дополнительные характеристики, к сожалению, не указаны. Поэтому что? Правильно. Будем распечатывать. Итак, комплект фонаря. Коробочка нам не нужна. У нас есть пройденный QC-тест, инструкция. Она вам может пригодиться, потому что для того, чтобы переключать и управлять фонариком, есть до 7 нажатий. И это все нужно немножечко изучить. Пока отложим. А вот такой простой темлячок. Конечно же, шнур для заряда USB Type-C. И, собственно, сам фонарик. У меня не так давно на обзоре был дальнобойный мини-фонарик от Lumentop. Он мне понравился, и поэтому я решил посмотреть, что же из себя представляет фонарь-прищепка от Lumentop. Тем более модель свежая, интересно посмотреть. Обзоров, к сожалению, на него я практически не увидел, кроме там некоторых испанских весьма странных обзоров. Поэтому начинаем. Первое впечатление от фонарика у меня, конечно же, тактильное. Если вы берете фонарик и им приятно пользоваться, то это уже полдела. А у Lumentop с этим делом всегда было все неплохо. Во-первых, металлическая кнопка, это мне нравится, потому что резиновые кнопки зачастую вытираются, портятся. Здесь же кнопочка на месте и, как всегда, с моим любимым индикатором, который всегда горит. То есть ночью это дополнительный такой себе маячок, с помощью которого вы можете найти данный фонарик. Идет у нас тройная линза, здесь идет дальнобойный, красный и белый свет. Все это закрыто металлическим безелем из нержавейки. Справа у нас идет порт для заряда, USB Type-C, стандартный. Также у нас идет вот такая вот прищепка. Она с двух сторон прорезинена, то есть она будет держаться практически на любой поверхности. Она в меру упругая, и вот здесь вот плюс в том, что она правильно сделана. Вот здесь я делал обзор на фонарик Wurkas, он офигенный, но почему-то кнопка сделана со стороны линзы. И как бы нажимать каждый раз на линзу меня немножко напрягает, а здесь вот Lumentop подумал и сделал все как надо. Кстати, название F01, я думаю, намекает на то, что здесь все на высшем уровне. Из интересных особенностей сразу рассмотрим. Здесь у нас встроенный магнит и встроенные сменяемые аккумуляторы. Для такого форм-фактора это довольно-таки редко, и при желании вы их сможете сменить. Здесь стоит два аккумулятора 10300 на 330 мА, то есть в сумме получаем 660 мА. Так вот, для чего в ноже вот такие вот плоские отвертки. Смотрите, из-за того, что магнит, сразу не попадаю как надо в этот винт. Итак, откручиваем. Ура, мы добираемся все-таки до аккумуляторов. Итак, у нас есть вот такие вот позолоченные, либо же просто желтого цвета пружинки. И внутри мы видим два аккумулятора. Как вы видите, корпус цельно выточенный, он очень надежный по ощущениям и весит он вообще немало, 71 грамм. Учитывая размеры фонарика, батареечки идут крошечные, естественно, потому что это 10300, 330 мА емкость. Кстати, на всякий случай проверим, уж больно она маленькая. Заряжаем. Раз, два. Довольно-таки плотно это все дело внутрь становится. И вот этот вот длинный винт потихонечку закручиваем. Крышка абсолютно симметричная, я переставил вверх ногами, и все хорошо абсолютно стало на место. Проверяем магнит. Свой вес держит. На самом деле сменяемые аккумуляторы довольно-таки полезная штука, потому что в какой-то момент они могут выйти из строя, и вы без проблем их сможете сменить. Потому что если аккумулятор внутри запаян, то, во-первых, надо подобрать по размеру, во-вторых, труднее разобрать, и в-третьих, естественно, еще нужно его аккуратно перепаять. Здесь же с этим делом проблем не будет. Порт для заряда закрыт довольно-таки плотной резинкой, это неудивительно. Здесь защита IPX8, то есть на 2 метра можно погружать под воду, поэтому все должно быть очень и очень герметично. Основной светодиод, то есть дальнобойный, здесь используется SFT25R. Если вам, конечно же, это интересно, и выдает он 1000 люмен. Светит он эту 1000 около минуты, далее переходит в 200 люмен. Но самое удивительное, режима 200 люмен нету, поэтому чтобы перейти в 200 люмен, нужно ждать минуту в максималке. Простое включение идет одним нажатием. А включить я его не могу, потому что он заблокирован. А для того, чтобы разблокировать, нужно 5 раз нажать. И у него, вдумайтесь,
8 режимов. Одно нажатие, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и долгое нажатие. А вот так вот выглядит инструкция. Итак, пробуем разблокировать. Мигнул, разблокировка прошла. Если вы заметили, кнопка находится слева. Логично справа, а кнопка находится слева. Либо же это для левшей, либо же вот такой вот вариант расположения. Ничего не имею против левшей, я тоже левой рукой могу его использовать, могу использовать правой, но если вы берете в правую руку, то вот нужно привыкнуть, что вы нажимаете не большим пальцем, а указательным. Показываю максимально крупно, здесь, видите, стоит просветленное стекло, его зачастую легко определить, оно вот такие вот интересные фиолетовые блики дает. Безель у нас идет металлический нержавейка, просветленное стекло, то есть материалы используются хорошего уровня. Если заметили царапинку, это я его немножечко уже ножом царапнул, проверил крепость, довольно крепко, но поцарапать можно. Режимов здесь, кстати, не очень много, но они все продуманы. Единственное, мне не хватает, как всегда, одного люмина. Итак, одно нажатие, мы переходим в режим Floodlight. Для того, чтобы его сменить, просто зажимаете клавишу и переходите в режим 55 люмен. 55 люмен, 350. 350 через минуту переходят в 200 люмен, и в 200 люменах он может работать около 2 часов. Это режим Floodlight. Вы спросите, а как же перейти в минимальный режим? Тут все интересно. Нужно зажать клавишу. Вы переходите в режим красного света. Сейчас довольно яркое освещение, и вы не оцените то, что здесь 20 люмен. Этого для красного фонаря, мне кажется, вполне себе достаточно. Как это выглядит в подъезде, смотрим. Далее нам нужно перейти через режим мигающего красного. Это можно использовать, к примеру, на велосипеде для обозначения себя сзади. И только после этого мы переходим в режим белого света 8 люмен. Почему не выведен отдельно этот режим, не знаю. А вот почему он включается после красного, вначале я думал, это очень нелогично, а потом я подумал, что если вы включаете вначале красный свет, у вас не сбивается ночное зрение, и вы спокойно переходите в этот режим. А если вы, к примеру, изначально включите 8 люмен, а далее красный свет, у вас ваше ночное зрение в любом случае будет сбито и придется глазу немножечко привыкать. Также здесь есть режим строба. Строб включается с 3 нажатий. Он яркий, но почему-то не максимальный. Строп здесь 380 люмен. А для того, чтобы включить дальнобойный фонарик, нам нужно 2 раза нажать на клавишу. Это 1000 люмен. Есть 1000 люмен, а есть 1200. И для того, чтобы ее включить, нужно аж 4 раза нажать. 1, 2, 3, 4. В темноте это практически не отличается. Это легче отличить, когда вы смотрите на боковую засветку, ну, либо же на сам фонарик, хотя это я свечу в камеру, а если вы светите в глаз, то 1200 люмен вас очень неплохо слепят. Заблокировать, как я уже говорил, нужно 5 раз нажать, а если 7 раз нажмем, то мы выключаем вот этот вот индикатор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Индикатор не горит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Индикатор горит. Перед тем, как приступить к тестам на свежем воздухе, давайте взвесим. 71 грамм ровно. Это самый четкий вес, который мне в последнее время встречался. Возможно, кому-то интересны будут габариты. 29 мм ширина, 20 мм толщина и высота у нас 62,3 мм. Давайте проверим развесовку при креплении данного фонарика за темляк. А вот таким образом он у вас будет висеть. А вообще, зачем нужен темляк? Так как фонарик маленький, и вот в моем случае, я когда ими пользуюсь, либо же должен быть темлячок, либо какой-то карабинчик, потому что вот так вот темляк вы на руку одели, уронили, и никуда фонарик, естественно, не падает. На мой взгляд, это очень удобно, потому что пару падений, и вот эта вот черная краска красивая, вернее, анодировка 3-го уровня по военному стандарту, как обычно любят писать, она, естественно, стирается от падения на асфальт. Он, кстати, есть еще в 3 цветах. Но так как фонарик довольно солидный, естественно, я взял его в черном цвете. И в черном цвете он мне нравится. Кстати, дальний свет бьет на 182 метра. Как это проверить, я не знаю, но вот таким образом он светит на улице. И 50 метров пробивает на ура, 100 также пробивает. А вот 182 это, ну как бы, если поставить человека на 182 метра, естественно, он увидит, как на него светят. А увидите ли вы
этот цвет, я не уверен, потому что если это будет светлый предмет, естественно, он будет отражать и вы увидите. Если темный, скорее всего, с такого расстояния увидеть вы не сможете. Но расстояние, на которое светит данный фонарик, нам говорит о том, что он довольно-таки дальнобойный. И еще по характеристикам. Дальний свет через минуту превращается из 1000 в 200 люмен. А если вы включите комбинированный, то через минуту он превратится в 220 люмен из 1200. Почему отдельно не сделаны режимы 200 люмен, не совсем мне понятно. Мне было бы лично удобно. Вот таким образом светит данный фонарик на минималочке в подъезде. А вот так он светит на улице. 55 люмен, 350 люмен, 1000 люмен дальний. Комбинированный свет можно заметить только если вы смотрите на боковую засветку. Вот так вот просто 1000 люмен, а вот таким образом выглядит 1200 люмен. Видите, боковая засветка появилась. На мой взгляд, фонарик получился довольно-таки удачный. И несмотря на то, что он появился не вчера, почему-то на него еще нет обзоров. Поэтому вот такой вот подробный обзор. Кстати, вот такая реальная емкость батареек. Аккумулятор Lumen Top емкостью 330, формат 10300. Замерили с помощью разряда, получается у нас 301 мА. Разряжался он током 150 мА. А вот таким образом вы сможете посветить им в реку, если вдруг пойдете искать рыбу. Магнит здесь достаточный и можно подцепить как на холодильник, так и на лестницу и на любой металлический предмет. Забыл сказать по времени работы. В красном свете он просветит 3 часа, в мигающем красном он просветит 6 часов. В режиме Moonlight он просветит 20 часов, это 8 люмен. В режиме 350 люмен, которые потом перейдут в 200 люмен через минуту, он просветит 2 часа. А в режиме 55 люмен он будет светить 4 часа. В режиме 1000 люмен он просветит 1 минуту, перейдет в 200 и там будет светить около 2 часов. Ну а в смешанном режиме он будет светить час 45. Для 660 мА это очень неплохие результаты. Осталось разобраться, светит ли он под водой. А вот таким образом можно его закрепить на карман. Можно положить в карман. Также можно использовать в качестве красного опознавательного маячка на велосипеде. Можно закрепить как на одежду, так и на рюкзак. Хотя самый надежный вариант, конечно, будет на рюкзак. На мой взгляд, фонарики-прищепки созданы для того, чтобы их крепить на одежду. В кармане их носить не самый удобный вариант, по крайней мере, летом. Зимой, конечно же, это без проблем можно сделать. Я им пользовался около недели. Все мои основные задачи он перекрывает. Это подсветить в подъезде, при прогулках с собакой подсветить, либо же посмотреть, что там находится в темноте. Для всего для этого данного фонарика хватает с избытком. И батарейку я заряжал, если честно, один раз. И то из-за того, что я его, в общем-то, тестировал. На данный момент цена на фонарик около 30 евро. Ссылочку я размещу внизу. Если вам нужен небольшой фонарик, который вы хотели бы крепить на одежду, либо куда-то нужно примагнитить, чтобы он был компактный и на долгое время, потому что здесь съемные аккумуляторы, то, на мой взгляд, модель F01 от Lumen Top получилась очень-таки удачной. В ней нет избыточного количества режимов, но основные режимы перекрывают 95% тех задач, которые бы вы могли выполнять. Поэтому данный фонарик от Lumen Top я рекомендую. Смело берите, тем более цена на данный момент вполне адекватная.